Добрый день, друзья! Сегодня приготовим торт Милка по упрощенному рецепту. Для его приготовления нам потребуется бисквит на горячем молоке, а также два вида крем-чиза. Все продукты будут указаны под видео. Начнем с приготовления бисквита. Разрыхлитель добавляем к муке и хорошо перемешиваем. Молоко отправляем в сотейник с толстым дном, добавляем сливочное масло и ставим на средний огонь. Нам необходимо довести молоко до кипит, оставляем его на плите немного подостыть. Взбиваем яйца. Если у вас стационарный миксер, вы можете взбивать в одной чаше сразу цельные яйца. Если у вас ручной миксер, нужно отделить белки от желтков и взбивать отдельно. К белкам я добавила щепотку соли и на средних оборотах взбиваем белки до средних пиков. Добавляем половину сахара. От общего объема сахара я всыпаю в 2-3 приема. Но не забывайте, что нужно оставить часть сахара еще и для желтков. Белки необходимо взбить до жестких пиков. Вторую часть сахара я добавляю сразу к желткам и, не меняя венчики, взбиваю желтки. Взбиваем их до посветления. Затем добавляем к взбитым желткам часть просеянной муки. Сразу я добавляю часть белков и аккуратно лопаткой перемешиваю. Не нужно добавлять много муки сразу к желткам, поскольку у вас могут образоваться комочки. Я делаю это именно вот таким образом. Если вы делаете в стационарном миксере, вы можете включить самую маленькую скорость и просто поочередно добавлять муку, молоко со сливочным маслом. Сейчас я добавляю вторую порцию муки, а затем уже добавлю горячее молоко со сливочным маслом. Затем снова добавляю часть муки. И в завершении белки. Я всегда оставляю немного белков и добавляю их в конце. Мне кажется, так бисквит получается еще более нежный и пышный. Выпекать я буду в двух кольцах диаметром 16 см. Дно я устелила пергаментом и затянула фольгой. Выпекаю при температуре 170 градусов примерно 25 минут. Проверить можно сухой зубочисткой. Даем остыть бисквиту в форме полностью, чтобы он полностью остыл. А затем аккуратно ножичком прохожу по бортику и извлекаю его из формы. Оборачиваю пищевой пленкой и дает стояться хотя бы 3-4 часа. Бисквит получается очень нежный, и он очень легко ломается в руках, поэтому разрезать его нужно тоже очень аккуратно. Посмотрите, какая у него текстура, он просто нежнейший и приятный сливочный аромат имеет. Для данного тортика используем два крем-чиза, классический и шоколадный. Приготовим классический. К сливкам добавляем сахарную пудру, сливочный сыр и все взбиваем до однородной консистенции 4-5 минут. Приготовим второй крем. Крем-чиз шоколадный. Используем сливки, добавляем сахарную пудру, добавляем шоколадный сливочный сыр Милка и все взбиваем до однородной консистенции. Этот крем у вас будет немного жиже по консистенции, поэтому мы до сборки торта отправляем его в холодильник примерно на 40 минут в кондитерском мешке уже заранее. Каждый крем перекладываем в кондитерский мешок, бисквит разрезаем. Пропитываем сливками 10% холодными. Также можно использовать кипяченое холодное молоко. Крем мы будем отсаживать поочередно, классический и шоколадный, чтобы в итоге в разрезе у нас получился крем в шахматном порядке. Выкладываем сверху второй бисквит, также его пропитываем и поочередно собираем так весь тортик. Бисквит и крем. Скрепляем тортик с помощью ацетатной пленки, можно использовать пищевую пленку. Сверху затягиваем хорошо кольцо, накрываем пищевой пленкой сверху и отправляем в холодильник на стабилизацию на 4-5 часов. Покрывать тортик я буду своим любимым ганашем. Видео, как его приготовить, есть у меня на канале. Я оставлю под данным видео ссылочку на него.
Для декора я буду использовать рожок и ягоды. Рожок я наполняю оставшимся ганашем, выкладываю ягодки. Все остальные ягоды я буду макать в ганаш и затем крепить на тортик, для того, чтобы ягодки не посыпались при его разрезании и транспортировке. Очень вкусный и легкий тортик, хорошее сочетание классического крем-чиза и шоколадного. Нету такого сильно насыщенного шоколадного вкуса, все умеренно, стабильный при транспортировке, не течет, хорошо держит декор. Очень хорошая начинка, обязательно советую вам приготовить и попробовать.